Всем привет! Сегодня я буду делиться с вами классной новостью. Наконец-то я сдала на пермит. Вот эта бумажка, которую я вам покажу, она дает право теперь ехать в школу, учиться вождению и садиться на большую машину. Но радуюсь я абсолютно не тому, что я скоро сяду на большую машину, хотя это тоже очень хороший экспириенс, посмотрим, что из этого получится. Я хотела бы сегодня с вами поделиться своими ощущениями, своим открытием, которое снизошло на меня после того, как я преодолела этот огромный, титанический для меня пласт. Но все по порядку. Поделюсь сначала тем, что когда я поставила для себя цель сделать наконец-то пермит, то есть мне нужно сначала было сдать на легковые, это права получить в Калифорнии, это 350 вопросов на английском языке, потом нужно было выучить вот эти 653 блока тоже на английском языке, и все это технические термины, все это мне скучно, неинтересно, и все это настолько меня замучило и надоело, потому что все мое свободное время было посвящено учебе этих билетов. Но так как я себе поставила вот эту планку и сказала: Мила, ты должна это сделать только для того, чтобы понять, как там будет дальше. Но это не очень мотивировало, я скажу вам сразу. Мотивировало меня следующее. На день рождения мне подарили шикарнейшую, самую супер-пуперную машину всех времен и народов, Mavic, последний. Это дрон, на котором я очень хочу научиться летать. И я себе сказала: Мила, пока ты не сдашь на пермит, летать ты не будешь. Вы не представляете, каких усилий мне стоило держать себя в руках и бить вот так по рукам, что я просто сдерживалась, очень сильно себя сдерживала. Мне так хотелось начать летать, мне так хотелось начинать съемки, мне так хотелось посмотреть, как она работает. Но пока я не сдам на пермит, летать я себе не разрешила. Наверное, это явилось самой основной мотивацией в сдаче этих билетов. Какие уроки я извлекла из всего этого? Ну, скажу вам так. У меня такое ощущение, что я поступила или в Гарвард, или в Оксфорд, потому что смотрите, у меня даже на макушке волосы стоят дыбом, это от моей очень активной мозговой деятельности, потому что я реально поняла, что мои мозги кипят. Но сделать это вполне возможно и вполне реально. И хочу вам рассказать о тех уроках, которые я извлекла из всего из этого, и поделиться с вами своими ощущениями. Первое, вы знаете, мне очень нравится, в России есть такая организация «Бизнес-молодость». Я ее очень люблю, проходила несколько тренингов. И вот тогда, когда я проходила эти тренинги, у меня состояние было абсолютной пустоты. И мне хотелось чего-то, чего я не знала. Мне хотелось куда-то, куда я не знала. Они абсолютно не понимали, зачем я там, что я делаю и для чего я делаю. Ну и я в том числе. И когда я им сказала, что, ребят, я не знаю, что мне что-то нужно, мне, может быть, просто скучно, я не могу это понять, они долго думали, что с этим делать. И буквально недавно я наткнулась на видео, очень, кстати, рекомендую вам посмотреть это видео, когда в видео, я скину ссылочку внизу видео, когда это небольшой фильм о том, что ты проживаешь чужую жизнь. Казалось бы, все отлично, все легко, все здорово, но ты ходишь на работу, ты зарабатываешь деньги, ты живешь, но такое ощущение, что ты проживаешь не свою жизнь. То есть люди, большинство случаев абсолютно несчастны. Они зарабатывают деньги на нелюбимой работе для того, чтобы потратить эти деньги в выходные на свои любимые дела. И когда я посмотрела этот фильм, я поняла, что наконец-то они поняли те ощущения, которые я испытывала. Вот той пустоты, вот того потолка, когда ты бьешься, а ощущение, куда ты дальше идешь, нету, да? И вот я для себя увидела сегодня очень огромное открытие для себя сделала. Вот вся наша жизнь – это шарик. Вот то, что мы сделали на сегодняшний день, это вот столечко.
И после этого начинается вот этот процесс, о котором я вам сейчас говорила. Вот эта пустота, вот это вот, не знаю, как, куда, не знаю, вот эта депрессуха, как это называем, да? А все остальное – это страдания. И страдания, они бывают настолько большими, глубокими, что человек реально уходит в депрессивное состояние. И вытащить его порой оттуда очень трудно. Я сама пережила это, я знаю, о чем я говорю. Но как выяснилось, что чем больше и глубже эти страдания, тем лучше. Почему? А потому что это наш потенциал того, что мы можем еще сделать. Это то самое пространство, которое мы можем себя реализовать до той планки, до которой, может быть, даже вообще нету потолка. И я только сегодня это поняла. Мне нужно было пройти столько времени, почти год того, что я металась, искала, я не знала, чем заниматься. Я думала, оказывается, все счастье, весь кайф в процессе. Когда ты достигаешь вот этих маленьких побед, вот эти делаешь маленькие шажки, неважно, правильно, неправильно, когда ты их делаешь и достигаешь этого состояния победы, вот оно самый кайф. И знаете, что самое удивительное я для себя выяснила? Наверное, когда это говорят и пишут, это не воспринимается. А вот когда ты ощущаешь на себе вот то ощущение, бить в одну точку, дисциплина, долбить, фокусировать внимание, направлять всю энергию в одну точку, только понимаешь это тогда, когда ты видишь свой результат. И я тому подтверждение. Как мне ненавистно было учить эти билеты, как мне ненавистно было все это, каждую минуту свободного времени тратить на то, чтобы вместо того, чтобы что-то посмотреть, пойти развлечься, надо было сидеть и учить. И я поняла сейчас, что не сфокусирую я на этом все свое внимание, всю свою энергию, я бы не была сегодня тем, кем я есть. Я не скажу, что я достигла офигенных высот. Это небольшая планка, которую я себе поставила, но я ее сделала. Мало того, сегодня я получу кайф, я сегодня полечу! И это меня настолько вдохновляет и настолько меня штырит, меня просто сейчас разорвет. Ну, наверное, это видно по моему лицу, да? Вот, поэтому... Тот урок, который я хотела вот сегодня вам рассказать, он очень-очень для меня результативный. Я рада, что не бросила это на полпути, я рада, что я это сделала. Я поняла, что это можно сделать, и сделала я это уже осознанно. Я не просто тыкала какие-то там ответы, я переводила, я отвечала совершенно осознанно, и я знала, что я отвечаю, хотя это целая куча терминов, это целая куча технических параметров, но я горда и счастлива, что я это смогла сделать. Поэтому то, что я сейчас чувствую, мне очень хочется передать и поделиться с вами. Я несказанно счастлива. И это вот счастье, вот этот поток энергии, который сейчас просто прет, да, я знаю, что я смогу. Теперь я смогу все, что я себе поставлю. Я знаю, что я смогу добиться элементарно тех вещей, которые сейчас в моем понимании это вау. Я не буду вам говорить, это пусть будет для вас сюрпризом, но я обязательно буду снимать об этом видео. Поэтому я очень рада, что вы со мной, я очень рада, что я это сделала. Сегодня я буду летать на своем дроне, сегодня я буду кайфовать и получать удовольствие в разы больше, чем это делала бы каждый день. Поэтому буду снимать новые видео. Спасибо, что вы здесь. Всем пока!